Здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, с вами Любовь. Сегодня в работе будет сумка для покупок среднего размера. На улице потеплело, все цветет и буйствует красками, поэтому сумка тоже будет летняя. Цвет ментол в последнее время в тренде. За основу взяла его и подобрала компаньон на похожем фоне розовые и серые цветы. На мой взгляд, довольно по-летнему. В сумке два больших наружных кармана на молнии и два кармана накладных внутри сумки. На моем канале уже есть видео по пошиву сумок, ссылку на них оставлю вверху. Шить сегодня буду из джинсов. Они новые, большого размера, плотные и совсем не тянутся. Комбинировать буду с цветным джинсом, он не стрейчевый и немного потоньше. Вставила слайд с размерами заготовок для деталей сумки. Заднюю панель сумки собрала из двух частей, сделала прорезной карман на молнии. Подробное видео, как сделать такой карман, есть на моем канале. Сделала специально отдельное видео, чтобы не затягивать основное, ссылку на него оставлю. Передняя панель сумки будет состоять из трех частей: карман, клапан для кармана и основная деталь. Карман будет на молнии. Отрезаю с небольшим запасом. К молнии подготовила бегунок с кожаной держалкой. Одеваю бегунок. Обработала верхний срез кармана и нижний срез клапана. К ним буду пришивать молнию. Поворачиваю молнию бегунком вниз. Совмещаю со срезом и прокладываю строчку. Вторую сторону молнии пришиваю к клапану. С лицевой стороны по нижнему краю молнии проложила двойную отделочную строчку. Отгибаю верхнюю часть и совмещаю швы стачивания. Прокладываю строчку. Так я формирую клапан, который закроет молнию. Строчку прокладывала со стороны молнии, попадая в строчку, которая притачала молнию. С лицевой стороны буду прокладывать отделочную строчку. Строчку проложила двойную, нитки взяла в цвет ткани. Проутюжила деталь с паром. На этом этапе должны получиться детали одинакового размера. Если где-то промахнулись, нужно подровнять. Для ручек взяла плотную стропу цвета хаки, шириной 3 см и длиной 45 см. Края обработала зажигалкой, чтобы не распускались. Ручки можно вшить в верхний срез, сделать накладными или повторить за мной. От верхнего среза откладываю 4 см и провожу линии. На второй заготовке все те же 4 см. Разрезаю по намеченным линиям. Делаю разметку для ручек. От центра в каждую сторону по 6 см. Прикладываю ручки по наметкам. Оставляю припуски по 2,5 см. Фиксирую булавками. Сверху кладу отрезанную деталь и прокладываю строчку. Для передней панели нужно сделать мешковину для кармана. Отрезанную деталь пока откладываю в сторону. Оставшуюся часть прикладываю на подкладочную ткань. Фиксирую булавками. По всему контуру проложила строчку от края 0,3 см. Срезаю лишнюю ткань. Получился большой карман. Делаю разметку для ручек. Нахожу центр и в каждую сторону откладываю по 6 см. Ручки креплю также с припуском 2,5 см. Сверху кладу отрезанную деталь и прокладываю строчку. Проложила строчку на обеих деталях. По краям поставила закрепки. Отгибаю ручки. Прокладываю отделочную строчку с лицевой стороны. Проложила отделочную строчку. Ручки дополнительно пришила конвертиком. Добавила декор. Из основной ткани вырезала дно сумки. Оно будет с перекатом на основные детали. Пришиваю заготовку сначала к задней панели, затем к передней панели сумки. Припуски отогнула в сторону дна и с лицевой стороны проложила двойную отделочную строчку с обеих сторон. Проверяю, чтобы швы на деталях совпадали. Теперь рассчитаю боковую деталь сумки. От низа откладываю 5 см. Это будет дно сумки. И замеряю остаток детали.
Получается 37 сантиметров. Вырезала 2 боковые детали шириной 12 сантиметров. Это 10 сантиметров плюс 2 сантиметра на припуск. И длиной 37 плюс 2 сантиметра на всякий случай. На детали дна сделала разметку. Наметила центр. В каждую сторону отмерила по 5 сантиметров. На боковой детали тоже наметила середину. Совмещаю метки и скалываю булавками. По краям ставлю булавки по разметке, оставляя на боковой детали припуски на швы. Прокладываю строчку от булавки до булавки. Вот так должно получиться. С другой стороны все так же. На основной детали делаю небольшие надрезы в том месте, где заканчивается строчка. Это нужно для того, чтобы не тянуло основную деталь, когда буду соединять боковые швы. Поворачиваю боковую деталь, совмещаю швы и скалываю булавками. Вторую сторону разворачиваю и также скалываю. Вшила боковые детали. Строчку прокладывала от конца предыдущей строчки. Поставила закрепки. Получаются аккуратные уголки. Если кто-то не любит вшивать уголки, их можно слегка скруглить. Я оставляла 2 сантиметра на всякий случай. Они мне не пригодились, и теперь я их могу срезать. Дальше подкладка для сумки. Измеряю длину сумки до отрезной детали, плюс припуск на швы. Выше будет обтачка. Ширина такая же, 37 сантиметров. Размер боковины такой же, минус обтачка плюс припуск. Из подкладочной ткани вырезала сплошную деталь. На одну из сторон пришила накладной карман, разделила его пополам, верх обработала декоративной тканью. 2 боковые детали и обтачку. На сборке подкладки останавливаться не буду. Собирается так же, как и основная деталь, и соединяется с обтачкой. Сбоку в подкладке оставила отверстие для выворачивания. Беру основную деталь изнанкой наружу. Заправляю ручки внутрь. Подкладка лицевой стороной вверх. Складываю и вставляю внутрь основной детали. Сейчас самое время определиться, с какой стороны на подкладке будет карман. Я выбрала заднюю панель. Совмещаю контрольные точки на обеих деталях и фиксирую зажимами. Прокладываю строчку по всему контуру. Проложила строчку с припуском 1 см. Достаю подкладку и выворачиваю сумку через заставленное отверстие. Техническое отверстие зашила потайным швом. Заправляю подкладку внутрь сумки. Выправляю шов по верхнему срезу. Фиксирую зажимами. Прокладываю отделочную строчку на расстоянии 1 см от края. Вот так выглядит сумка внутри. Размер готовой сумки. Длина 36 см, ширина 35 см, глубина 10 см. Летняя сумка для покупок готова. Конечно, ее можно сшить и из одной ткани, но мне кажется, так интереснее. Сумка яркая, оригинальная, даже поднимает настроение. Я на связи, жду ваших комментариев. Если остались вопросы, спрашивайте, постараюсь ответить. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Удачных вам проектов! Я предложила идею, а вы можете добавить что-то свое. Шейте и носите сумку с удовольствием, а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.